Привет, друзья! Вы на канале Яхты на колесах. Меня зовут Антон Муравьев, а мы в Москве на проспекте Мира 150. И сегодня у нас обзор на самый большой алькованный автодом, в категории Б, Corrado A461. Шасси у нас Fiat Ducato, двигатель 2.3, 160 лошадиных сил. Часто бывает меньше, но здесь сейчас у нас 160. 9-ступенчатый автомат. И в целом эта модель, эта планировка, конфигурация изначально была у Hummer. Но позже ее передали в Corrado, потому что все-таки это более эконом-класс. И, конечно, самое интересное это как раз планировка, поэтому идем внутрь. Что-то необычное в этой планировке начинается уже снаружи, то есть мы сразу это замечаем. Дверь, основной вход находится в задней части автодома, что гораздо чаще бывает в прицепах. Также высота. Обращаю ваше внимание, мне примерно по пояс здесь пол, поэтому нам понадобится аж 2 ступеньки, чтобы войти внутрь. Ну и, конечно, москитная сетка. И вот мы внутри, столовая группа, и, как вы можете видеть, здесь очень много места. Очень мало в каком автодоме можно спокойно так с вытянутыми руками развернуться, повернуться и не испытывать никакого дискомфорта. У нас здесь оператор даже разворачивается и может сделать круговую панораму, в принципе, что редкость. Давайте про спальные места. Официально их здесь 7. Давайте считать. Столовая группа, опускаем стол, здесь 2 места. Здесь еще опускаем стол, дополнительно еще 1 место. 2 кровати в задней части, посмотрим их позже. И альков. Но альков такой огромный, что фактически сюда можно положить 3 людей. Если вдруг так ситуация сложилась. Конечно, это не очень комфортно, но теоретически здесь может разместиться спать аж 8 человек. Однако ремней безопасности здесь у нас 6. 2 человека едет лицом по ходу движения в столовой группе, 2 спиной, как я сейчас, и 2 человека в кабине. Итого 6. Но есть еще 2 места, у которых нет ремней безопасности. Но если вы соблюдаете правила дорожного движения, то здесь поместится в дороге 6 человек. Но теоретически, к чему мы вас не призываем, можно посадить еще 2. Двигаемся в заднюю часть. Здесь у нас кухня. Она весьма просторная. Как вы видите, большая рабочая поверхность. Стеклом закрывается и плита, и мойка. Таким образом мы увеличиваем рабочее пространство. Что немаловажно, очень много места опять же у нас за спиной. То есть мы можем абсолютно легко, практически как в любой какой-нибудь хрущевке, повернуться, например, к холодильнику. Холодильник у нас отдельно морозилка, отдельно холодильник, Тедфорд. Но при этом, например, после Лайки, у нас на нее, кстати, был тест-драйв, мне все время в автодомах, в большинстве случаев у нас рабочая поверхность выглядит примерно таким образом. Но мне не хватает какой-то свободной чуть-чуть зоны. Смотрите наш тест-драйв Лайки, там очень интересная конфигурация кухни. Под рабочей поверхностью у нас, по традиции, шкафчики и ящики. Большой достаточно шкаф, 3 полки. Напоминаю, не перегружаем в дороге ничем тяжелым полки, чтобы не пробило на кочках. Мне нравится, когда на самом деле большой шкаф, его как будто бы даже удобнее использовать, чем большое количество ящиков. Но есть, конечно, и ящик, здесь у нас для вилок, ложек. И внизу еще 1 шкаф, 1 небольшая полка и такое пространство, в котором у нас помещается еще и мусорное ведро на дверке, которая расположена. Это, кстати, классно, что оно расположено здесь, а не на двери. Мы как раз-таки тоже в тест-драйве Лайки выяснили, что ведро на двери не всегда бывает удобным. А здесь оно у нас на кухне, где как раз максимально нужно. Далее, что у нас здесь еще есть? У нас здесь розеточка 220 вольт и 12 вольт. И также я вам не сказал, здесь еще 1 розетка 220 вольт на кухне тоже. Рядом с холодильником у нас гардероб, весьма просторный. Не знаю, насколько, конечно, на 8 человек, которых я предложил сюда поместить, его хватит, но если на заявленные 6, вполне себе должно хватать, потому что в поездке, мы не должны брать лишнего, а берем только самое необходимое. И здесь оно легко поместится. Ниже у нас под основным гардеробом есть еще шкафчик. Он немножко занят, потому что здесь у нас стоит печка Трума газовая, но тем не менее над ней есть еще небольшая полочка. И под холодильником еще небольшое место для хранения вещей. Ну и над холодильником у нас есть еще небольшая ниша. Сюда можно, например, поместить телевизор на таком кронштейне, который мы выдвигаем. Мы можем смотреть как с задних кроватей, так и из столовой или алькова.
Ну и кровати в задней части автодома. Здесь у нас, соответственно, нижняя кровать. Она может трансформироваться, то есть мы ее поднимаем в пользу багажника, если нам в пути нужно больше места, например, закатить какой-то велосипед. На верхнюю кровать есть лесенка. Также наверху есть окошко. Конечно, на всех окошках есть шторки и москитные сетки. Есть также фонарик наверху и внизу. Внизу еще есть розетка 220 вольт, которая также может использоваться в багажнике. Ну и обе кровати закрываются шторкой, что тоже бывает не всегда, и то, что оно есть сейчас здесь, достаточно приятно. Туалет у нас весьма компактный и комбинированный с душем, но это всегда компромисс. Вообще, в принципе, автодома — это всегда какой-то компромисс. Если у нас будет здесь просторно, то будет где-то уже. Вы просто выбираете то, что необходимо вам. Соответственно, если вам важна большая там ванна, душевая и так далее, вы просто не выбираете эту планировку. Но если же вам важно большое жилое пространство, чтобы много людей могли тут где-то тусоваться и так далее, тогда вы можете выбрать такую планировку, и, например, если вы останавливаетесь в кемпингах, и вам все равно душ так нужен, постольку поскольку. Тем не менее, все необходимое здесь есть. Туалет у нас Стэтфорд с электросмывом, дальше есть небольшой шкафчик, но это в том случае, когда у нас все в режиме туалета. Далее мы можем трансформировать все это в душ, и когда уходит раковина, здесь даже вполне себе спокойно можно поместиться. Вот я могу повернуться и воспользоваться душевой. Когда мы видим дверь багажника, мы сразу понимаем, что багажник у нас явно вместительный, потому что дверь огромная. Но, когда мы его открываем, мы видим, что половина багажника занята кроватью. Но легким движением руки мы можем кровать поднять и обеспечить себе действительно большое пространство в багажнике. То есть производитель вам в этой планировке предоставляет выбор. Что вам нужнее, где вам в данный момент нужнее пространство. Как я уже сказал, поставить сюда велосипед или мопед во время движения, или же вам нужно только сложить какие-то минимальные вещи, и вы хотите, чтобы у вас что-то внутри на кровати лежало. В остальном в багажнике ничего необычного, он действительно высокий, но при этом достаточно узенький. Есть крепление для крепления груза внизу, рейлинг, на котором колечки. Все, больше ничего здесь такого особенного нет, ну, кроме розетки 220 вольт, о которой я уже сказал, она расположена здесь, и мы ей можем воспользоваться как на кровати, так и в багажнике. Багажник у нас, конечно, сквозной, с другой стороны у нас дверь чуть поменьше, то есть образуется такой бортик. Ну а с противоположной стороны, которую мы с вами видели, этого бортика нет. По левому борту у нас лючок, в котором расположилась кассета биотуалета Тедфорд. Далее у нас вентиляционное отверстие холодильника, выпускное отверстие от печи Трума и подключение сети 220 вольт от кемпинга. По правому борту у нас отсек, в котором устанавливаются стандартные 2 газовых баллона. Вот таким образом у нас здесь еще открывается внизу такая дверка, и баллоны стоят фактически на улице. Есть вентиляция, в случае утечки газа весь газ будет уходить на улицу. Ну и, конечно, заливная горловина чистой воды. Бак для чистой воды у нас 122 литра. Бак сточных вод серой воды 92 литра. И также с печкой Trumo Комби есть бойлер на 10 литров. Давайте еще быстро пройдемся по техническим параметрам. Объем холодильника у нас 113 литров. Размер алькова, кстати, 2,10 на 1,60 м. Размер багажника 60 сантиметров на 120. Общая длина 7 метров 20 сантиметров, высота 3 метра 14 сантиметров и ширина 2 метра 32 сантиметра. Резюмируем. Яхты на колесах расширяют свой прокатный парк, и этот автомобиль идет в прокат, то есть появляется все больше планировок больших, маленьких, компактных и таких вот просторных, дорогих и дешевых. Кстати, про дорогие у нас тоже будет обзор. Появилась одна очень интересная модель в прокате. Ценами на прокат я сейчас кидаться не буду. Они варьируются в зависимости от высокого, низкого сезона. Есть различные скидки, акции, о которых вы можете увидеть на этом канале. Различные конкурсы. Поэтому переходите по ссылке в описании. Что еще можно сказать про эту модель? По своим теплоизоляционным качествам она, не самая теплая. То есть для суровой российской зимы не факт, что подойдет. Поэтому, в принципе, в прокат она идет, скорее в такой летний. Если же вы рассматриваете ее к покупке, опять же, если вы собираетесь путешествовать по Европе, даже зимой для Европы будет замечательно. Печка есть, все есть. Но где-нибудь в Сибири, наверное, возможно, вам будет прохладно в ней все-таки. И для кого же, скорее всего, подойдет такая планировка? Мне кажется, это именно для больших компаний. Я, как человек, работающий в кино, прекрасно это понимаю. То есть удобно, когда у тебя надо много народу разместить, но вот не на ночевку, а где-то в процессе, допустим, размещение музыкальных групп, какие-то туры, какие-то передвижения. И, возможно, если вы с компанией друзей, например, едете, кто-то едет еще на машинах, но у вас будет общее пространство.
Санитарная зона расположена в задней части, что удобно, то есть человек, заходящий к вам в туалет, не будет ходить через весь дом, и при этом можно спокойно благоустроить вот пространство в столовой, заниматься своими делами, и нет какого-то проходного двора в этом, и все легко развернутся в проходах. Если же вы не уверены, нравится вам эта планировка или нет, то хватит смотреть этот ролик. Нет, конечно, подпишитесь, поставьте лайк, но главное, приезжайте на проспект Мира 150 к гостинице «Космос», посмотрите своими глазами, потрогайте руками и выберите что-то, возьмите на небольшой прокат и поймите, что нравится и нужно именно вам. И вообще, подходит ли вам такой вид отдыха. Меня зовут Антон, до новых встреч, пока!